рано ранее. Скажите, пожалуйста, мантру для здоровья. Спасибо. Самая лучшая мантра для здоровья – это выход каждое утро. Человек должен себе сказать такие слова. Я все-таки о квартирионе еще скажу. Человек должен сказать себе такие слова. Я ленюсь и умираю, или я не ленюсь и живу. Я хочу еще раз повторить эти слова. Они очень важные для человека. Я ленюсь и буду умирать, или я буду не лениться и буду жить. Выберите для себя свой принцип жизни. Вы не ленитесь и живете, или вы ленитесь и умираете. Самый простой вариант прожить всю жизнь или прожить вечно здоровым человеком – это дыхание. Утром 5-10 минут и вечером 3-5 минут. Почему дыхание? Дело в том, что все заболевания идут на фоне выделения огромного количества молочной кислоты. Что бы вы ни ели. Хорошо вы питаетесь без мяса, выделяется. Плохо питаетесь, выделяется. Двигаетесь, выделяется. Переживаете, выделяется. Гормоны расщепляются, выделяется. Гликогировочный гемоглобин расщепляется, выделяется. Лежите, выделяется. Спите, выделяется. И молочная кислота выделяется всегда и во все времена. Это особенность такая. Молочная кислота выделяется, она под воздействием кислорода превращается в пировиноградную, аромамасляную. Эти кислоты тоже токсичные. Они должны выводиться из организма. Это называется цикл Кребса. Из них происходит потом пируаткиназа, но это уже там химия, я даже об этом не буду говорить. Так вот, от того, что молочная кислота накапливается в организме, у человека происходит старение и появление абсолютно всех заболеваний, которые есть. Конечно, когда говорят, надо закисляться, все равно. Надо ощелачиваться до одного места. Мясо не есть, не нервничать. Воздухом дышать. Все равно. Все равно. Это цикл, который все равно будет. Это цикл жизни, в котором выделяется молочная кислота. Она все равно будет выделяться, хочешь ты или нет. И от того, насколько сильно она выделяется, или то, насколько сильно она расщепляется и выводится, от этого зависит твоя жизнь. Там одна особенность есть в этой молочной кислоте. Она расщепляется, и в ее расщеплении участвует кислород. Но когда человек бежит, когда человек активно бежит, то у него в этот момент выделяется молочная кислота много, поэтому спортсмены стареют быстро. Знаете, что спортсмены быстро стареют? Видели спортсменов? Говорят, спорт, потом 40 лет выглядит на 75, знаете. Или там алкоголики, оказывается, не особо стареют. Тоже нонсенс. Почему? Заметили, да? То есть алкоголик с утра до ночи кваски рога, знаете, на работу сходил, стакан в течение дня, ему 50 лет, выглядит сволочь на 30. При этом и не ест ничего, и цирроз печени, но хоть картинку снимай с него, выглядит хорошо. И спит мало, и всегда ему хорошо, и нервов нету никаких и так далее. Почему? Потому что алкогидрогеназа участвует в формировании расщепления пировиноградной кислоты, аромамасляной. Представляете? Вот в чем особенность. Поэтому алкоголь иногда для молодости тоже хорошо. Ну что, продолжим дальше. Оказывается, для того, чтобы человек не выделял молочную кислоту, она будет выделяться. Нету никаких способов. То есть она все равно будет выделяться и накапливаться. Но есть способы, которые позволяют этой молочной кислоте очень эффективно расщепляться. Это пассивное быстрое дыхание сидя, диафрагмальное. Когда человек сидит, подскакивая на стульчике, или стоит, не особо раскачиваясь, не совершая никаких особых физических действий и быстро, активно дышит. Если человек дышит каждый день 5 минут утром и 3 минуты вечером хотя бы активно, то на протяжении 1 месяца человек визуально молодеет на 5-10 лет. Если это сделать и выполнять ежедневно, сначала восстанавливаются мозги, после этого плечи, после этого позвоночник до грудного отдела, после этого сердце. Снижается давление, улучшается работа поджелудочной железы, работает кишечник, работают надпочечники, почки, перестают болеть, там артриты исчезают, артрозы, ноги начинают. Но знаете, с чем сталкивается человек? Он сталкивается с обычной ленью. То есть нам не сложно курить
по 5 минут. Нам не сложно смотреть телевизор, нам не сложно лежать, нам не сложно на унитазе там сидеть по 30 минут, нам не сложно там ногти точить, грызть, волосы выщипывать, нам не сложно ругаться, нам не сложно ворнякать. Но нам сложно 5 минут утром и 5 минут вечером подышать. Вот это сложно. Представляете? Оказывается, человек даже знает такой... А кто не знает? А я на первой ступени это даю. А я это очень часто даю во время морских курсов. Я очень часто об этом говорю, когда провожу свои вебинары бесплатные во вторник. Все люди это знают. Я всегда являюсь популяризатором вот, дыхания Патрулы. Я о нем раньше говорил. Тем не менее, я являюсь популяризатором и сам понимаю, что его никто не делает. Делаю ли я сам? Нет. Но не часто. Но делаю. Не часто. Как только начинаю себя ощущать плохо, то я его начинаю делать. Почему? Вы знаете, я покажусь смешным сейчас. Смешным. Абсолютно смешным. Но я хочу состариться. Я говорю это серьезно. Я хочу состариться и быть старым человеком. После этого хочу пройти время, когда мне будет 50, 60, ну это как у всех, 70 и 80. И я хочу, как нормальный человек, завершить свою жизнь. То есть я не хочу жить вечно, я не хочу жить всегда, чувствуя абсолютно себя здоровым. Я не хочу быть долгожителем. Мне это у меня есть вот внутреннее такое состояние, я понимаю, зачем я этого хочу. И я знаю, что это мне приносит удовольствие, понимаете. Для каждого времени своя пора, говорят. Я хочу эту пору, любую, ее хочу пройти. Естественно, когда мне плохо становится, вот температура появилась, можно спросить у моих близких, что происходит, когда у меня температура. Появилась температура у нас на втором этаже, где мы живем, двухэтажная такая квартира, на втором этаже большая ванна, я иду в ванну, открываю окошко, там прохладненько, и стою и дышу. Там засекаю время, 10 минут дышу, после этого иду отдыхаю на протяжении дня, там отдыхаю, лежу там 3-4 часа, потом вновь иду и снова там 5 или 10 минут дышу. В день дышу 4 раза, на второй день уже температура исчезает. Понимаете? Могу сказать, что если очень высокая температура, выхожу куда-то, где холодно, и стараюсь дышать там, где холодно. Если температуры нет большой, то могу дышать в теплом месте. Таким образом, могу сказать, что для меня это один из самых лучших существующих способов привести себя в норму. Конечно же, вам хочется это сделать, вы хотите чувствовать себя хорошо, вот что нужно сделать, а не мантры. Это и увеличит психическую энергию, и улучшит общее состояние. Поэтому я и ввел в школе вот такие дыхательные практики. Даже калачакра-тантру йогу ввел и все остальное. Но дело в том, что на первое место все равно необходимо ставить практики, которые были даны Патрулом. И это практика вот такого диафрагмального активного дыхания. Естественно, если стоя не получается, делай сидя. Сидя можно тоже. На тему замужества. Я уже перепробовала разные практики, коды, но пока нет результата. Скажите, стоит ли мне брать СНГ? Несомненно. Будет ли оно работать в записи? Дело в том, что ваши руки опускаются, и это связано вот с чем. Дело в том, что вы очень этим озабочены. Когда вас это отпустит, вы сразу же выйдете замуж. Также я хочу вам сказать, что женщина очень часто не может выйти замуж, и дальше очень смешно это выглядит, из-за заболеваний желудка, гастрита и гельминтов. И я когда-то давал уже вот такой вот совет, это проверено. Как только начинаешь женщине лечить желудок, она тут же выходит замуж. Почему? Во время своего опыта многолетнего я могу сказать, что это прямо нонсенс какой-то. Как только женщине начинаешь лечить желудок, если она холостая, она тут же выходит замуж. И в случае, если это не помогает, начинаешь лечить женщине ее там гельминтную, противогельминтную программу, тоже выходит замуж. Вылечить глистов несложно. Существует народный способ, он такой очень агрессивный, но при этом очень эффективный. Необходимо взять 1 стакан сладкого чая зеленого, и перед сном насыпать, в случае, если нет у вас сахарного диабета 1 и 2 типа, от 1 чайной ложки до 2 столовых ложек сахара и добавить туда 2 столовые ложки коньяка. Коньяк, сахар очень любят глисты. Коньяк, попадая в тело глиста,
блокирует его нервную деятельность, опьяняет, можно так сказать, на самом деле не опьяняет, а разрушает. И гельминты, попадая в пищеварительный тракт, переставая сосать кровь, становятся беззащитными к влиянию нашего пищеварительного тракта и благополучно уничтожаются за счет трипсина, пепсина, за счет соляной кислоты, за счет веществ, которые выделяются тонким кишечником, двенадцатиперстной кишкой и так далее. И это все начинает расщепляться. И вот что необходимо сделать для того, чтобы оно все, все глисты, они токсичные, для того, чтобы это все не усваивалось и не приводило к вторичному отравлению и ухудшению вашего самочувствия, необходимо выпить 1 или 2 столовые ложки касторового масла, не запивая водой. То есть через 20-30 минут после выпивания такого чая необходимо выпить касторовое масло, 2 столовые ложки, не запивая водой, и после чего уже ничего не есть. Делать это необходимо 7 дней подряд или подряд каждую ночь, 7 дней. И обычно вот за эти 7 дней человек избавляется от всех активных гельминтов, которые находятся в его организме. Естественно, я не рекомендую это использовать детям. Также хотел бы сказать, что есть ограничения в случае, если есть камни в мочевом пузыре, камни в желчном пузыре, то есть сахарный диабет 1 или 2 типа, то использовать данный метод не стоит. Ну, есть же другие способы, там можно полынь попить и так далее. Второе, лечение желудка. Ну, самый простой способ — это применение льна. То есть берется столовая ложка семени льна, растирается в порошок, 1 столовая ложка добавляется в стакан теплой воды, размешивается и после чего выпивается. Вот я хочу вам дать, Оля, совет. В случае, если у вас проблема не эзотерическая, то она у вас физиологическая. Поэтому уберите у себя физиологическую проблему заболевания желудка и заболевания глистами, и тогда ваши вопросы вот эти будут 100% решены. Конечно, в этот момент необходимо, наверное, сегодня вебинар самый нелепый получается, потому что очень много людей, которые начнут это слушать, скажут: да этот человек сумасшедший, он советует такую чепуху. Но знаете, в этом есть своя доля хорошей такой правды. И у меня была такая замечательная подружка Оля, которая все время меня донимала и говорила, что я не могу выйти замуж, не могу, и что мне делать, уже время идет, и мама хочет, и там дети надо рожать и так далее. И после этого, прямо во время проведения 3-й или 4-й ступени, она ходила на ступень, говорит мне: Андрей Андреевич, я 10 дней буду пить вот этот чай на ночь с касторовым маслом. Андрей Андреевич, благословите. Я говорю: ну о чем ты говоришь? Пей, конечно, на здоровье. Так вот, она это все пропила, и после чего вышла замуж за иностранца, переехала в Америку, на сегодняшний день имеет нескольких детей и член, вернее, гражданка Соединенных Штатов Америки. Счастливая женщина. Очень часто человек говорит такие слова. Он говорит: в какую страну мне уехать для того, чтобы я чувствовал себя счастливым человеком? А я хочу вам сказать, невозможно переехать никуда, невозможно никак начать жить до того момента, пока у вас не появится в середине вас сердечная радость. Все равно, где жить, если в сердце радости нет. Обязательно обучайтесь на протяжении своей жизни находить сердечную радость. Начинайте произносить слова, как я обучаю это на первой обновленной ступени. Я счастлив потому что, и после этого произносите: я счастлив, потому что я в квартире, я счастлив, потому что рядом со мной эти люди, я счастлив от того, что у меня есть что есть сегодня. Каждый раз, когда я опускаю голову в свою тарелку и начинаю кушать, я каждый раз начинаю думать о том, что человеку, который ест и считает для себя одним из самых важных качеств быть всегда сытым, все равно на самом деле, за каким столом он ест и в какой квартире. Главное, чтобы еда была. Таким образом, иногда люди совершают ошибку, она заключается в том, что человек начинает думать о том, чего у него не хватает и чего у него нет, вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что он имеет и что у него есть уже сейчас. Именно поэтому я часто советую, для того, чтобы человек начал материально расти, для того, чтобы в жизни его происходили изменения, человек должен сосредотачиваться на тех элементах, которые у него уже есть, и те, которые ему нравятся. Иначе вы, наверное, знаете, что без корня дерево не вырастает. Таким образом, то, что у вас есть, является корнем, из которого вырастает дерево вашей жизни. И оно вырастает
от того, как вы уже сегодня относитесь к тому, где вы находитесь, что вы кушаете, с кем вы живете. В случае, если ваш корень прямо сегодня зарождающегося дерева приносит вам страдания, и вы не замечаете, что у вас есть еда, не замечаете то, что вы живете, и вам есть где спать, есть что есть какой-то доход, есть в конце концов те люди, которые рядом находятся, и хоть пассивно или там негативно, но они все равно есть и являются вашей жизнью, это все равно поддержка. То это говорит о том, и если вы в этот момент начнете быть счастливыми хоть чуть-чуть от того, что это есть, то вы вылечите свой корень, который даст правильные плоды, и ваше дерево вашей жизни обязательно создаст новые условия в вашей жизни, при котором, скорее всего, появится счастье в жизни. До того момента, пока человек не воспринимает свой корень, и до того момента, пока он всеми раздражен, и все очень плохо, и там я ем это невкусное, лежу это плохо, мне не нравятся эти люди, мне раздражает это, или вы все время ищете, чего у вас еще нет, знаете, вы разрушаете то, из чего строится будущее, разрушаете настоящее. Тем самым хочу вам еще раз сказать, не разрушайте это, применяйте метод, при котором человек должен себе произносить как можно чаще такие слова. Я счастлив, потому что я ем, я счастлив, потому что я здесь, я счастлив, потому что вокруг меня красиво, я счастлив, потому что я сыт, я счастлив. Очень часто человек обращает внимание на претензии. Такая претензия может разрушить всю его судьбу. Но послушайте, неужели так все плохо? Ведь у каждого человека, который живет и функционирует, есть свое тело, оно здоровое или оно есть просто. Есть где есть на чем спать, есть тепло и все остальное, оно же есть. Ну, разве нет ничего плохого в жизни? Вот если находить по чуть-чуть в плохом хорошее, или находить в плохой жизни по чуть-чуть что-нибудь хорошее, то вот это хорошее, это будет семенем, которое в дальнейшем разрастутся в полноценное дерево вот такого благополучия и такого внутреннего счастья. Вот так это все устроено, вы представляете? Сегодня я проведу вам обряд. Этот обряд называется убирание препятствий жизни практикующего абсолютного везения. Называется она святым ваджром. У нас есть ваджр здесь? Спроси у Светы. Для того, чтобы провести правильный обряд, я возьму сейчас палочку ароматическую с запахом пачули. Нету, не надо, все, не страшно. Запахом пачули. А? Нет. Ваджечка, ее надо выкрутить просто. Ребята, вы сейчас смотрите меня в интернете. Я сейчас поставлю вот так вот ручку, а вы к моей ручке прикоснитесь, пожалуйста, своей рукой. Или поставьте свою руку так, чтобы там левой или правой рукой прикоснуться. Я ставлю левую, а вы прикасайтесь правой. Смотрите, в случае, если вы прикасаетесь, вы должны увидеть, у меня очень-очень красивый треугольник такой в середине. Вот вы должны его представить у себя на правой руке. Видите, у меня замкнутый треугольник такой с прямой линией посередине. Вы представили, будто у вас точно такой же треугольник, как чаша, находится в середине вашей руки. Все, представили, делаем вдох и делаем выдох. Молодцы. Представляете, будто вы сидите сейчас, и рядом с вами находится красивая тарелочка белого цвета. И на тарелке белого цвета сверху находится символ, который выглядит вот так, как ваджра. И делаем вдох и делаем выдох. Можете, теперь ничего не представлять, я почитаю мантру. Омани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе мали малеса гара гамхире хум хум джал джала буда валаките гухья пичите гарпе соха. Еще раз. Омани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе вимали малеса гара гамхире хум хум джал джала буда валаките гухья пичите гарпе соха. Мани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе мали малеса гара гамхире хум хум джал джал буда валаките гухья пичите гарпе соха.
Омани бибула гарпе пропета тагата нерадышаны мани мани супропе малим малиса гарагам хере хум джал джал будавала ките гухия причиты соха. Представляете, будто вокруг вас есть дворец. Представьте, будто у вас в том месте, где вы сидите, дворец. И представляете, будто в том дворце, где вы находитесь, на вас одеты золотые одежды. Больше ничего не представляете. Попытайтесь ощутить, что ваше тело только что поело. Это очень важно. Как будто вы только что наелись, у вас полный живот еды. Полный живот еды и внутренняя удовлетворенность тем, что вы очень хорошо поели. Маленький, вот тут маленький свет. Ом мани ваджахума 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 мани ваджахума. Ом мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума. Ом мани ваджа сатва соха, 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 ом мани ваджа хума, 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 мани ваджа хума. Делаем вдох и делаем выдох. И представляем, будто вокруг нас появляется бесчисленное количество радуг. Я читаю мантру. Оманит хирихум пхат, 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 оманит хирихум пхат. И вместе со мной начинаем произносить на вдохе нам, а на выдохе слово шрим, только без буквы М. И вместе со мной. Ставим указательный палец правой руки перед собой, обводим себя. Раз, два, три. И делаем выдох. И запечатаем себя. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Делаем вдох и делаем выдох. Представляем, как будто мы сидим и у нас полный живот еды. Также такое ощущение, как будто мы наелись, и у нас полный живот еды, и мы удовлетворены. Попробуйте сделать так. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. И теперь фишка. В случае, если вы будете от сегодняшнего дня и до следующей пятницы каждый день 3-4 раза делать вот так вот, как будто вы сели и представляете, будто у вас полный живот еды, и вы очень удовлетворены этой едой, то у вас до конца недели увеличится материальный приход в несколько десятков раз. Поэтому вы можете смело этот метод использовать до конца следующей недели, когда в пятницу вновь я проведу бесплатный вебинар, а у нас там вторая ступень, да, или через неделю проведу вебинар, и после этого вы сможете на одну неделю сейчас включить у себя ту практику, которую я сейчас провел вместе с вами. Скажите, как эзотерически убрать аритмию? Для того, чтобы убрать аритмию, необходимо, когда начинается биться сердце, вот брать третий и четвертый палец и их потянуть на одной руке, и после этого вот так на другой руке. После этого 5 минут посидеть. Если аритмия не исчезает, еще раз это сделать. Таким образом, аритмия полностью исчезает. Интересно, спасибо. Здравствуйте. Почему, когда одновременно происходит несколько событий в одно время? Ждешь неделю, никто не звонит, а потом в раз и в несколько человек, и все важные. Это все проблема, которая связана вот с чем. Человек обычно, когда думает о чем-то, то он мечтает в одну точку. Ой, мне позвонят, и у меня это получится, у меня это получится. Это все происходило в одно время, в одной точке. Если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте.
Я говорю это серьезно. Обычно женщины склонны, да и мужчины склонны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать. Решили — делайте. А не делайте, тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы. Я об этом очень часто говорю. Вита Попова. Купил СНГ, практикую, пока не вижу результата. Может, что-то делаю не так. Стараюсь испытывать в середине себя радость, контролировать свои эмоции. Спасибо за ответ. Вы знаете, контролировать свои эмоции — это очень правильные слова. Я обычно говорю, что у человека есть духовный рост. Чем выше духовное у человека, тем больше у него материальное. Каким образом это возникает? Вы должны знать, что, находя возможность, испытывая состояние радости во внешней части вашей груди, а к этому нужно стремиться, обучать себя этому, вы в дальнейшем автоматически поднимаете свой духовный уровень и автоматически материальный уровень. Верите вы это или не верите? И второе. Быть духовным человеком — это не говорить красивые слова. Быть духовным человеком — это первое, наверное, одно из самых главных качеств — это не делать зла. Это одно из самых важных качеств. Движение к духовности — это не то, что вы делаете добро, помогаете кому-либо. Все это хорошо. А вот не делать зло — это гораздо важнее, потому что обычно человек считает, что он подарит там или положит какие-то деньги в церковь, или кому-то подарит шмотку какую-нибудь, и все, он сделал добро. И теперь он может хамить, теперь он может критиковать, ненавидеть, орать, беситься, строить козни близким. Это вот нормально. То есть самое важное — вовремя потом сказать: ой, Господи, прости меня, ну и сделать жизнь окружающих людей невыносимой. Так вот, я хочу вам сказать, что когда вы дарите кому-либо, это не считается. Когда вы помогаете кому-либо, это не очень считается. А вот быть человеком, который, когда хочет нахамить, не нахамит, когда хочет наказать, не накажет, когда хочет разорвать, не разорвет, когда хочет сказать ничего. Итак, первое, находите вот здесь в груди радость. Второе, находите ее и увеличивайте, пусть она в виде тепла будет. Это самая главная практика моей школы. Если человек, слушая музыку приятную, если человек, думая о чем-то приятном, находит здесь радость, он будет обязательно богатым человеком. Второе, не создавайте и не служите злу, не создавайте и контролируйте то, где вы можете обидеть и разрушить другого человека. И третье, элемент верности. Он самый главный. Не предавайте тех людей, которые вас любят. Цените людей за их душу. Цените людей за то, что они добрые и хорошие. Цените близких за то, что они верны. Будьте верными своим детям, будьте верными своим семьям, будьте верными своему бизнесу, будьте верными своим обещаниям. Таким образом, развивайте в себя то, что называется духовность. Все три компонента, они помогают человеку достигнуть состояния, в том числе и высокого материального. Как сделать так, чтобы мир начал давать человеку намного больше, чем человек сейчас получает? Выполнять его очень просто. Выполняется он один раз в день, ровно 365 дней. Если вы начнете его делать сегодня, то вы должны его сделать каждый день на протяжении всего года. После этого мир откроет для вас все горизонты, а на протяжении года вы будете чувствовать, как данная практика влияет на вас. Она делается очень легко, но могу сказать, несмотря на ее вот такую веселость, она имеет очень яркое качество быть очень эффективной. Очень часто у человека ничего в жизни не происходит, и это связано с тем, что что-то в жизни повлияло на то, что в нем, в самом человеке, появился паттерн или появилась какая-то закорлючка или, я не знаю, там где-то какой-то засор, который мешает человеку сделать так, чтобы мир начал давать ему как можно больше всего. Ну и получается, человек живет только либо по средствам, или живет как получится, или там выживает и так далее. И для того, чтобы это изменить, как бы вырваться из оков невезения, из оков нищеты, из оков каких-то там абсолютного, возможно, даже ужаса, невезения. И была создана мной данная практика. На самом деле она не создана мной, она создана совершенно другими людьми. Я ее дам в формате тибетских практик, которые я буду читать в следующий четверг.
Я, кстати, еще раз приглашаю вас на вебинар, который будет проходить в четверг на следующей неделе. Он будет называться «Тибетская магия». И там данная практика, я ее тоже буду давать. Итак, что необходимо сделать? Необходимо, первое, это очень важно, необходимо пить чай. И чай должен быть обязательно сладкий, а также черный. Причем сладкий, вкусный, так, чтобы вам очень нравится. Желательно утром проснуться, после этого не начинать с чая, покушать что-нибудь, сходить в туалет, помыться, умыться, почистить зубы. После чего, когда уже вот вы готовы выходить на работу, не торопясь, сесть перед своим окном или взять чашечку кофе или чая, но здесь в практике необходимо брать исключительно чай. Он должен быть темного цвета, сладким, в него можно добавить вместо сахара мед, потому что это еще лучше. И после этого, глядя в окно, так, чтобы было видно проекция мира, в которую вы смотрите, необходимо сделать, попили чая, после этого необходимо сделать вот так вот руками и сказать несколько слов следующих. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Вот так делается. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Мир, я разрешаю тебе давать мне. И таким образом, допивая чай, после этого вы уходите. Выполнять необходимо 365 дней. Это откроет вам дороги, которые приведут вас к тому, чтобы вы были очень-очень успешными. Вы таким образом даете разрешения, которые никогда в жизни не давали этому миру. И мир во всех своих прекрасных проявлениях начнет проявлять себя по отношению к вам. Так как сейчас этот мир считает, что вы для него являетесь опасным. Почему опасным? Вспомните, когда это формировалось. Когда вы дулись, не здоровались с людьми, когда ходили насупленные, когда пытались всячески испугать этот мир криками, нервными, вытаращенными глазами, вредностью, еще чем-то. Мир привык видеть вас, агрессивное существо, что можно исправить при помощи вот такой практики. Наталья Маргунова пишет: я читала, что кроме ясновидения есть и другие: яснослышание, яснознание и так далее. Я могу вам сказать, как это происходит. Когда человек накапливает энергию или энергию духовную, эта энергия начинает подниматься вверх. Эта энергия начинает проникать в сознание. И после этого она сталкивается с тем, что сверху над головой появляются листочки, которые называются листочки ментала. Это 4 листика ментала, которые накрывают лицо человека и которые связаны с мнением окружающих по отношению к вам. Таким образом, это мнение или это воспитание, оно является частью вашего сознания. Когда вы днем ходите, эти листочки накрывают ваше лицо, и вы воспринимаете мир через обучение, которое предварительно сделали люди, или даже через восприятие, которое создали люди для вас. То есть они считали, что вы нехороший человек, или они считали, что вы... Так большое количество людей, которые воспринимали вас плохо, они могут создать ментальный слой, и вы в дальнейшем будете воспринимать себя тоже плохо. Эти листочки накрывают человеку уши, сзади затылок и спереди закрывают его лицо. В случае, если это продолжается, то ночью, когда вы ложитесь спать, человек начинает проявлять природу, как будто его тело стебелек, а 4 лепесточка начинают шевелиться и подниматься вверх, создавая вибрацию и сбрасывая вот эти ментальные сети с человека, которые в виде лохмотьев падают вдоль человека и отслаиваются от него. После того, когда эти ментальные сети отслаиваются, то эти ментальные сети создают процесс слияния и образуют общее информационное поле Земли. Об этом писал когда-то Эдгар Кейси в хрониках Акаши. В нашей школе существуют методы, которые позволяют очистить ментальные слои. Над ментальным слоем, который днем выглядит как полумесяц над головой, находится телопричинное тело. Оно небольшого размера, обычно не больше 50-70 сантиметров. В нем находится программа абсолютно счастливой жизни человека. Так вот, для того, чтобы эта программа сработала, у человека
должен пройти тон его сознания через его 2-ю чакру, 6-ю чакру, после этого 7-ю чакру и выйти в это телопричинное тело. Но обычно в обыкновенной жизни у людей этого произойти не может, потому что обыкновенные люди очень плотно связаны между собой ментальными слоями. Обыкновенный человек, у которого нет построенной 2-й чакры, неправильно построена 4-я чакра, разорвана 4-я чакра, человека, у которого неправильно двигается энергия, у него нет никакого шанса, находясь в социуме, не предаваясь ретритам или даже там, пытаясь духовно над собой работать и проживая среди людей, нет никакой возможности стать высокодуховным реализованным существом и никакой возможности стать яснослышащим, ясновидящим или еще каким-либо существом. Именно для этого была выработана специальная система, которая помогает человеку перебороть или сжечь ту информацию, которая идет к человеку и которую он не заслуживает. Таким образом, когда мы живем, вот это выглядит так. Мы, допустим, человек высокодуховный, мы хорошо себя чувствуем, и у нас правила такие, мы хорошо разговариваем, не используем матов, у нас принципы жизни, мы скромные и так далее. И мы попадаем в общество, где находятся люди, которых никогда не обучали так себя вести, в общество зэков или в общество диких людей. Скажите, если мы с ними проживем 10 или 15 лет, то это нас может сделать такими же? Давайте я отвечу, да. Дальше. Вот смотрите, мы живем в городе, в котором все болеют туберкулезом. И мы в этом городе живем, и мы одни здоровы. Вот после того, когда мы живем долго, у нас есть шанс быть здоровыми людьми? Нет. Так вот, то, что я строю вам котлы сублимации, ваджарные котлы, делаю что-то с вашим сознанием и работаю в дальнейшем с вами вот таким образом, через свои ступени, это то, что делает вам прививку. То есть вы получаете прививку. Именно поэтому ученики школы, пройдя 1-ю ступень, пройдя 4-ю ступень, ключевые, 6-ю и 7-ю ступень, в дальнейшем говорят такие слова: Андрей Андреевич, вы представляете, у меня мир поменялся, жизнь поменялась, и я совершенно по-другому начинаю чувствовать себя. Окружающие люди по-другому относятся, близкие люди по-другому относятся. Вопрос, почему? Теперь вы понимаете, почему это происходит. Потому что весь мир устроен так, чтобы давать вам ту энергию или те вирусы, в котором этот мир находится. То есть человек может родиться необидчивым, но находясь среди людей, где есть 90-100% потенциально обижающихся людей, этот человек не может быть необидчивым. Конечно, такой социум, он может влиять на такого человека. Естественно, телевидение тоже может влиять. Вот смотрите, как это происходит. Человек смотрит телевизор, и там показывают эмоционально, как кто-то кого-то обижает. После этого человек начинает сам дуться, и он говорит: все, мне надоело, нужно что-то делать. И не делает. Тогда о чем это говорит? Он, получается, накопил энергию и не реализовал. Когда человек накапливает энергию, не реализовывает, то эта энергия сначала разрывает его энергетический кокон, после этого разрывает физическое тело и после этого разрывает его полотно. Вы представляете, таким образом человек и становится тем человеком, который в дальнейшем начинает болеть энергетически и физически. Я очень часто говорю такие слова. Если видите и что-то создает эмоцию, то реализуйте эту эмоцию. Просто знайте, как ее реализовать. Если вы смотрите на красивых мужчин или женщин, то тогда после этого реализовывайте это физически. Начинайте приседать, отжиматься, бегать, потеть. То есть все, что связано с физическим телом, оно может проявляться. Есть второй вариант, радуйтесь этому. Вот смотрите. Допустим, человек не хочет очень сильно кушать, а еды нет, и он мечтает о еде. Это разрывает его кокон. А если он говорит так: о, такая вкусная еда бывает, ха-ха-ха-ха, и после этого кушает ее и делает так: ай, какая вкусненькая, то происходит реализация. Дальше с чувствами. Смотрите видео какое-нибудь, и в этом видео очень сильно мужчина обижает женщину. Эти чувства переполняют вас, и у вас не происходит реализация. Вам, по идее, нужно что-то для кого-то сделать. То есть, по идее, это реализовывается вот так. Вы берете тряпку и в честь своей семьи вымываете свою квартиру сына там, или свою квартиру, где вы живете. Ну и есть второй вариант, вы начинаете удивляться. Чему? Вот, и так бывает, вот, и такое происходит. Не забывайте реализовывать это 3 элементами. Первый элемент называется радость от физического тела.
Второй элемент – удивление от чувств. И третий элемент – это радость или восхищение знаниями. То есть, когда вы прочитали книгу, то не забудьте. Иногда люди читают книгу, а потом не могут спать. Мысли этой книги их начинают будоражить, они начинают переживать. Также очень часто человек развивает у себя третий глаз или ясновидение, яснослышание. И после этого он говорит, что очень большое количество мыслей в голове появилось, ничего не могу с собой сделать, Андрей Андреевич, помогите. Я обычно говорю, старайся восхищаться тем мыслям, которые у тебя появляются. Или прям искренне восхищаться. Поэтому, если вы легли спать, и у вас в голове большое количество мыслей, восхищайтесь ими. То есть в голове, вот что делать, делайте так, о, что-то делать будем. А что делать? О, что-то будем делать. Скоро что-то сделаем. Вот. Поняли? Где-то так. Нужно этому всему восхищаться. Четвертая ступень. Она ключевая в нашей школе. Она связана с тем, что у человека сшивается четвертая чакра. Убирается вот этот пряник. У человека появляются совершенно новые чувства, но физическое тело не успевает за этим. И поэтому, когда человек проходит четвертую ступень, то он начинает ощущать себя немножечко как не в себе. У него появляются какие-то неприятности, появляются небольшие сложности, появляются даже физические какие-то проблемы. Не стоит на это обращать внимание. В целом все происходит правильно. То, что вы создаете на четвертой ступени, когда вы строите себе четвертый котел или котел сублимации, котел ваджарный, это приводит вас в дальнейшем к тому, что вы можете прикосновением лечить не одного человека, а сотню человек, и даже этого сами не ощущать. При этом после всего этого вам не становится плохо. Почему? Это как во время эпидемии. Один человек привитый, и ему все равно, что все остальные вокруг него начинают тяжело болеть. То есть, получив прививку в виде построения ваджарного котла, вы можете на длительное время забыть, что такое влияние чувственное других людей по отношению к вам. Андрей, являюсь ученицей, порчи с глаза убрали. Как привлечь удачу? Читаем мантру по деньгам месяц, нас скинули на деньги, обманули. Деньгами при перечислении делали посылки. Посылках выучили, вернутся ли деньги к нам, будут ли те люди наказаны. В моей жизни недавно был очень интересный опыт. Этот опыт был вот такой. Общаясь с людьми, которые хотели сделать бизнес, я начал слышать, пришел человек и говорит, меня киданул один человек на очень большую сумму денег. И я невероятно хочу этому человеку отомстить, и я готов прямо сегодня заплатить 10 тысяч долларов, чтобы этого человека там порвали, побили, увезли, уничтожили и так далее. Я этому человеку говорю буквально следующие слова. Я ему говорю, ну у тебя сейчас есть бизнес, есть, но он плохо работает. Я ему говорю, ну так ты можешь взять деньги, которые ты готов потратить на то, чтобы того человека побили, и потратить на свой бизнес. Он говорит, обалдеть, так мне на мой бизнес не нужно так много тратить. Я говорю ему, ну так, а ты потрать, и тогда ты сможешь сделать свой бизнес более успешным. Таким образом, если бы ты вложил 10 тысяч долларов, то есть для человека непонятно, как можно в свой бизнес вложить 10 тысяч долларов, потому что он готов его разрушать, забирать, делать так, чтобы в него ничего не вкладывать. А вот вложить в чье-то наказание он согласен. То есть он готов там вкладывать, готов кого-то уничтожать. Знаете, это такое неправильное мировоззрение, которое недостойно ученика школы Кайлас. Я объясню вам почему. Была женщина на морском курсе, и когда мы сидели вместе, она говорит, меня так надоело, что у меня есть конкуренты, я бы их разрывала на части, я ненавижу их, чтобы они все сдохли, чтобы у них там бизнес не получался и было в жизни что-то. Андрей Андреевич, я готова их порвать. Я у нее спрашиваю, скажи, сколько времени, сколько вы готовы работать для того, чтобы сделать этим людям плохо? Она говорит, я готова с конкурентами работать с утра до ночи, я готова их палить, уничтожать. Я ей задаю вопрос, скажите, а сколько вы уделяете времени своему персональному бизнесу? Она говорит, своему персональному бизнесу я уделяю время
20 минут в день, потому что там есть люди, эти люди постоянно работают, но из-за этих проклятых конкурентов у меня не получается. То есть ты согласна работать и уничтожать конкурентов, тратить на это целый день, но тебя настолько не интересует твой бизнес, что ты ему уделяешь аж целых 20 минут. Но тогда разумнее было бы тратить весь день на то, чтобы улучшать свой вид бизнеса, вникать в него, становиться специалистом в этой области и продвигать его с гораздо большими силами. Получается, человека гораздо важнее или гораздо сильнее интересует элемент мести и элемент работы с какими-то конкурентами, чем возможность работы с собой и поддерживания собственного бизнеса там, или какого-то собственных каких-то идей. Поэтому, когда я смотрю обычно на обычного человека, который говорит, нам надо отомстить, да не обращайте внимания, поймите, каждые деньги имеют свое направление. Если вы заработали эти деньги и вы договорились, то в случае, если вам эти деньги не отдадут, а вы их отпустите, то со временем эти деньги отдаст вам Вселенная, которая вокруг вас находится, ваша идентификационная персональная Вселенная. Она отдаст все, что вы заработали. В моей жизни, заключая договоры, я их отрабатываю, даже в случае, если человек мне не платит. Но если по договору я эти деньги заработал, то мне все равно, через что они придут. Почему? Главное, чтобы был договор. Поэтому вам должно быть все равно, отдает вам этот человек или не отдает. Просто не ограничивайте возможность поступления денег от того человека, который вам киданул. Сосредоточьтесь на том, что вы уже эти деньги заработали. Ждите. Придет время, и вы эти деньги получите, потому что вы их фактически заработали. А также бизнес не делается через вранье и ложь. Не делается. Никогда не вступайте в проекты, где есть вранье и ложь. Не вступайте в проекты, которые кидают других людей. Не занимайтесь сами кидаловом других людей. Такие компании, как компании Меркурий, компании МММ, это компании, которые созданы для того, чтобы кидать тех людей, которые вы будете приводить. А вы же представляете, вы когда-нибудь приведете какой-нибудь инвестиционный проект человека, этот человек поверит вам, заберет чужие деньги и после этого застрелит себя, дети останутся голодными, возможно, мама сойдет с ума. Это же все горе, это горе, за него должны кто-то отвечать. И после этого вы даже не обратите внимания, что ответ будет у вас. То есть у вас будут забираться деньги, здоровье, появятся несчастья и так далее. Никогда не работайте в сомнительных процессах, не втягивайте людей в сомнительные процессы. Вы просто не понимаете, вы гораздо больше от этого в жизни потеряете. Посмотрите, где сейчас Мавродий, посмотрите, он что, чувствует себя хорошо? Да это все уже проверенное долгим и горьким опытом. Как бы веревочки не виться, конец всегда придет, поверьте. И этот конец обязательно будет. Жизнь длинная штука, но она расставляет все быстро. Поэтому если за счет вас, знали вы или нет, пострадают какие-то люди, и эти люди в дальнейшем будут страдать из-за того, что из-за вас, или вашими руками, или даже чужими руками через вас было сделано горе какой-то семье, то ваша семья за это тоже получит по жопе. Ничего сделать нельзя, ребята, карма. Но я должен открыть глаза. Каждый раз, когда вы вступаете вот в такие организации, которые говорят, ничего не нужно вкладывать, просто нажимай на кнопки, я вам хочу открыть глаза. Всегда помните, деньги, они всегда кому-то принадлежат. Деньги, они не могут быть ничьими. Деньги, они всегда кому-то принадлежат. Вы кидаете банки, помните, что те деньги, которые в банке, они тоже кому-то принадлежат. И они, возможно, принадлежат обыкновенным людям, которые старались, которые зарабатывали. Не бывает так, что деньги ничьи. Поэтому, если вы хотите на ничьих деньгах заработать чьи-то ничьи деньги и так далее, и говорите, что это мы все партнеры, друг друга там помогаем, все это ерунда полная. Вы просто не понимаете, вы кидаете других людей, и в дальнейшем эти люди 100% почувствуют себя плохо. У кого-то будет горе, потому что сколько бы веревочки не виться, конец придет. Это горе повлияет и на вас, и после этого и нищета, и болезни, и тяжелые состояния. Это все будет на вашей совести. Потом все равно, важный вы человек, неважный. Вы знаете, эзотерика, она живет по принципу все правдиво, нету вранья. Знаете, все правдиво. То есть хочешь ты, не хочешь, придумал себе, не придумал, тебе все равно придется ответить. Люди, живите своей жизнью.
До того момента, пока человек не начнет жить своей жизнью, он никогда не будет высокодуховным существом, никогда не будет счастливым человеком, никогда ему не светит ясновидение, никогда у этого человека не будет везения в жизни. Это будет бесконечные страдания. Живите своей жизнью. Ни детей, ни коней, ни пчелок, ни солнышков, ни звезд, ни морей. Живите своей жизнью. Ощущайте, поели, получите удовольствие. Подумайте, как вам хорошо. Не воспитывайте вокруг себя этих бесконечно кого-то, чтобы им было хорошо. Живите своей жизнью. У них, как обычно это происходит, человек говорит: ты мне не нравишься, заколебал, как ты мог, зачем ты это сделал, сколько можно, как нужно. Ты заколебала меня. После этого вы сами про себя говорите: да, я бы могла сейчас разругаться и так далее. И после этого вы отвлеклись и перелетели. Это духовный путь. Вот 100 раз духовного подвига, и после этого начинает вести. 100 раз духовного подвига, и после этого везет. Конечно же, когда вам на протяжении 5-7 лет, пока вы обучаться будете в школе Кайлас, у вас, возможно, будут такие ощущения. Жизнь, она не может быть аморфной. В нашей жизни должно быть все. В нашей жизни должны быть раздражители, кто-то, кто раздражается, кто-то недовольный, довольный. Это особенность жизни, это ее прелесть, понимаете, это ее краски. Естественно, все зависит от вашей реакции. Не наказывают за то, что кто-то обвиняет, кого-то критикует. Наказывают тех, кто очень реактивно на это обижается. Вот не наказывают тех, кто оскорбил. Ну, наказывают, но не очень сильно. Наказывают тех, кто часами обижался. Вот кто часами обижался, он более виновен. Потому что оскорбить можно быстро, а обижаться подолгу, этому нужно научиться еще. Мама мне желает, потому что не по ее. Я не воспитываю ее, просто по-своему делаю. Не морочьте себе голову. Нет ни одной матери, которая бы желала что-то плохого другому своему ребенку. Если бы она желала вам что-то плохое, то вы бы сейчас не были здоровы, вы бы лежали уже трупиком. Потому что когда мама не желает своему ребенку или желает, то тогда с самого детства начинается насилие, битье, и после этого ребенок точно уже рядом не живет. Все собирается и выходит. Так жизнь устроена. Все равно мать, она в ней врожденное качество. Когда у вас будут свои дети, вы поймете, что мать даже в сердцах может ругнуться или еще что-то сказать, разочароваться. Вы понимаете, матеря и отцы, они не ругают детей. Они просто разочаровываются или они страдают от того, что вы страдаете. Вы понимаете, очень часто люди страдают от того, что их близкие страдают. То есть, а человеку кажется, что ему желают плохого. Никто ни плохого не желает, просто человек страдает от того, что вы страдаете. Он не знает, как это выразить, и у него появляется сострадание. Вы страдаете, а он страдает от того, что вы страдаете. После этого вам кажется, что он вас, как это называется, критикует. А это на самом деле никакая не критика, это просто вот такое сострадание. Ну, сострадание не напрасно слово придумали, вот так оно и выглядит. А вам кажется, что плохого желает и так далее. Как заходить первый раз правильно в новую квартиру с радостью? Открываете новую квартиру, заходите и делаете это. Га-га-га-га. Нужно ли что-то заносить первым в квартиру? Нет. Мужчина должен взять свою жену на руки и занести в свою собственную квартиру. Идти нужно с той ноздри, где дышит. Понимаете? Знаете это, да? Если человек утром проснулся, если вы хотите, чтобы вам подписали договор, стоите перед дверью и смотрите, какая ноздря у вас сильнее дышит. Вот если дышит правая ноздря, то нужно заходить в кабинет с правой ноги. Если дышит левая ноздря, то нужно заходить в кабинет с левой ноздри. Тогда будет успех. Если хотите, чтобы день прошел хорошо, то нужно встать и посмотреть. А если обе ноздри не дышат? Если обе ноздри не дышат, спите. Тогда день будет плохой, делать нечего. Все.
Вы знаете, что если в четверг обстричь ногти, то это к деньгам, а все остальные дни не к деньгам. И если вы хотите стричь волосы, то тоже стригите в четверг, будут быстрее расти. А если делать эпиляцию, то делайте ее в воскресенье или в понедельник, тогда будут расти медленнее. Ирина Дорогина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, вначале лицо, после чего руки. Или вначале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку. Потом в левую и тоже назад. Если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3, 6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу. В левую ладонь брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. Подскажи, пожалуйста, как можно избавиться от розоцеи лица с помощью эзотерики или каких-то других способов? Какая причина появления? Аутоиммунная причина. Каким образом использовать это все? Ну, я могу вам сказать. Можно попробовать такой старинный способ. Если на лице появляется что-то, то необходимо взять кожу, необходимо шерсть собаки или шерсть козы, такая, чтобы шерсть была очень пахнущая. И каждый вечер перед сном обвязывать голову себе на час или на 2. Делать это необходимо 30-40 раз. После этого шерсть это выкидывается или закапывается. После этого с кожи все исчезает. Итак, есть ли упражнение, которое поможет эзотерически и энергетически избавить человека от всех заболеваний? Да, данное упражнение есть, это мой ответ. Данное упражнение существует, это упражнение, которое широко используется в разных эзотерических и культовых системах. Это в буддизме используется, это используется в иудаизме, индуизме, в шиваизме, в тантризме. Используется это в иудаизме, я уже говорил, в христианской религии, в исламе, практически во всех эзотерических и религиозных направлениях существует такое упражнение. Это упражнение, когда человек кланяется. Оказывается, существует определенное упражнение, в ходе которого человек избавляется от всех заболеваний. Человек должен ставить вот так вот руки, согнутые так, чтобы ладони были возле его лица, и делать очень неглубокие вот такие вот поклоны. В случае, если он делает сидя такие поклоны и делает 5 минут утром и 5 минут вечером, эффект улучшения общего самочувствия может быть уже на протяжении первых 3-4 дней. Можно ли избавиться от очень тяжелых заболеваний? Да, скорее всего можно. Доказательства книги Серафима Саровского, где он говорит о том, как поклоны могут вылечить человека. Далее истории, которые можно прочитать о преклонении перед Матроной. Что они делают? Они там многократно по 108 или там по 200 раз кланяются. А также истории христианские, когда очень долго и часто кланяются. Также в момент обхода горы Кайлас люди делают поклонение и после этого простирание, и делают это многократно. Так вот, что человек простирается и встает, это один раз. Что человек вот так вот делает, это тоже один раз. Не нужно никого представлять, ничему посвящать. В случае, если человек в течение дня делает вот так вот очень много-много раз, а в иудаизме человек делает вот так, когда читает, допустим, шму с утра или в синагогу приходит, читает молитву. Когда человек делает многократно вот такие движения, он становится существом, которое говорит о том, что в нем существует вера,
В случае, если есть вера, тогда человеку можно помогать. В случае, если веры нет у человека, тогда ему никакая сила не поможет. Почему? Смысл помогать человеку, у которого вера отсутствует. Потому что если помочь человеку, у которого вера отсутствует, то это приведет к тому, что человек скажет: я это сделал. Это увеличит его амбициозность и эгоизм. И человек при жизни может посчитать, что он всемогущий, очень властный. Ну, вы знаете о таких людях. Такие люди были. Это великие императоры, которые прославились тем, что убивали вокруг себя огромное количество людей. Это Иосиф Сталин, это Гитлер, это очень много людей таких, понимаете. То есть люди достигали определенных, люди начинали достигать и взращивали в себе амбициозность, становились очень сильными, влиятельными, и после этого вокруг них происходил крах. Почему? У этих людей не было веры. Это поклонение. Еще раз хочу показать, как это делается. Человек ставит вот так руки, делает вдох, удивляясь, и так. И таким образом 108 раз или 5 минут утром и вечером. Если у вас сегодня болит позвоночник, ноги или еще что-то, сделайте так вечером, завтра утром и поделайте это на протяжении недели. Вы будете приятно удивлены, как такое простое, очень несложное упражнение может убрать у человека тяжелые болезненные состояния или даже тяжелые заболевания. Это же уникально, то, что я даю. А скажите, вы до этого где-нибудь читали об этом? Или хоть кто-нибудь вам когда-нибудь об этом рассказывал? Зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего,
Города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул 20 миллионов населения или 18 миллионов населения. Далее Мехико около 60 миллионов населения. Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет. Всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. В ближайшие 3 года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие 3 года, и ближайшие 300 лет, и ближайшие 3. Вчера, 9 мая, прилетел голубь через балкон и сел на спящего мужа на спину. Мы пытались его накормить и напоить. Не стал, выпустили его. Вопрос, к чему это мужу 68 лет? Когда голубь прилетает и просит еды, его необходимо накормить. А вот о чем он говорит? О том, что появится очень сильный, очень большой доход. Обязательно кормите голубей, которые к вам садятся. Голубь — птица, которая приносит доход. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас бизнес начал много продавать, а также у вас нет бизнеса и вы хотите, чтобы он появился, научитесь кормить голубей. Голубь — птица, которая помогает или стимулирует появление новых хороших идей, а также нового хорошего бизнеса. Не напрасно профессор Мориарти, который в свое время кормил голубей, помните эту историю, наверное.